Сегодня я хотел бы говорить о Израиле. Это было бы странно, если бы я не говорил о Израиле в субботу, в месте, где собираются христиане для того, чтобы молиться об Израиле, тем более в день праздника. Я не знал, что сегодня праздник. Хорошо, что попал в собрание, таки узнал, что сегодня Израиль празднует этот праздник Пурим. И пока мы ехали сюда, я слушал одного парня, он рассказывал, вы уже, наверное, слышали, про этих рыжих телиц. Много уже муссируется эта тема в интернете уже несколько лет. И чем примечательно, или что, о чем бы я хотел сказать сегодня касательно этого факта. Потому что они известны, знаете, сейчас так много информации, и человеку очень сложно определить, какая информация является правдой, а что является выдумкой, или, как говорят, фейком. А сейчас уже из-за того, что появился искусственный интеллект, то можно имитировать и голос, и изображение человека. И вы будете смотреть на человека, думать, что это настоящий человек, а на самом деле это сгенерировано искусственным интеллектом. Лицо, мимика, голос, все будет один в один с тем, как говорит этот человек. Поэтому мы сейчас живем во время, знаете, как есть определенные эпохи, и люди присваивают этим эпохам определенные названия. Например, была эпоха Ренессанса, да, когда во времена Реформации Мартин Лютер перевел Библию, люди начали читать Библию. Библия дает свободу, потому что там, где проповедуется Слово Божье, там человек освобождается от суеверий, от всевозможных религиозных каких-то надуманных фантазий людей, которые хотят контролировать. Одна группа хочет контролировать другую, поэтому они создают некие религиозные правила, ограничения, пугают людей всевозможными страхами и ужасами. Если вы читали историю средневековой Европы, например, Папа Римский мог наложить анафему на какого-то короля, отлучить его от церкви, и король был вынужден через какое-то время смиряться, приходить, стоять в течение нескольких дней перед дворцом Папы Римского на морозе босиком, для того, чтобы снискать его прощение, потому что отлучение от церкви в средние века это было хуже, чем проклятие. Когда Папа Римский отлучал от церкви монарха, он отлучал всю его страну. А это означает, что когда младенцы рождались, никто их не крестил. А это значит, когда люди умирали, никто их не отпевал. Поэтому фактически эти люди объявлялись как идущими в ад. Это то, что делает религия. Религия всегда хочет поместить человека в рамки, где сможет его контролировать. Но что говорит Писание? Где Дух Господень, там что? Свобода. Познайте истину, и истина сделает что? Освободит вас. Библия – это истина. Когда во времена Реформации Мартин Лютер перевел Библию, люди начали читать Библию, люди начали познавать истину, они получили свободу. И как я уже сказал, есть разные эпохи. Есть эпоха Ренессанса или Возрождения, есть эпоха классицизма, потом появилась эпоха модернизма, потом появилась эпоха постмодернизма. И мы сейчас, по свидетельству и признанию многих философов, ученых, живем в эпоху постправды. Что это за эпоха такая? Когда непонятно, что правда, а что ложь. Вы сегодня, получая любую информацию внутри, если вы не подвержены этому влиянию пропаганды, вы всегда внутри должны задавать себе вопрос, а правда это? Я читаю, открываю Facebook, читаю какую-то новость. Первая моя реакция критическая, это может быть неправдой. Какая бы эта новость ни была. Так возвращаясь к этой рыжей телице, когда впервые начали об этом говорить, я воспринял со свойственным мне скептицизмом. Думаю, очередной опять какой-то либо фейк, либо что-то высосанное из пальца, либо что-то надуманное, как будто бы проблемы нету, а люди, знаете, как начинают говорить, обсуждать, и в конце концов появляется уже какая-то целая история. Но проверяя разные источники, таки да, в Техасе один христианин, будучи убежденным, что Израиль восстановит свой храм, мы читаем в Писании, о том, что Антихрист, он воссядет в храме,
И Бог положил ему на сердце вырастить этих рыжих телиц, и так, чтобы они были кошерные, чтобы на них не было ни пятна, ни порока. Им нельзя было ставить никакое клеймо, им нельзя было пробивать ухо, как это делают обычно с коровами, чтобы они были идеально чистые и пригодные для жертвоприношения. Для чего нужно это жертвоприношение? В книге чисел есть указание о том, что перед тем, как совершать служение Богу, нужно очистить жертвенник, алтарь и все, что имеет отношение к богослужению. И очистить можно только прахом сожженной рыжей телицы, размешанной в воде. И это является как средство очищения, освящения того или иного богослужебного предмета для того, чтобы его посвятить на служение Богу. И вот в течение 19 веков у Израиля не было этой телицы. И вообще за все время от начала получения закона Моисеева до сегодняшнего дня Израиль всего 9 раз приносил в жертву эту телицу. То есть он 9 раз приносил в жертву телицу, получал ее прах, размешивал с водой и очищал. То есть после первого пленения, когда храм был разрушен, это делали. Во времена Иеровоама, когда они отступили, потом иудейский царь восстанавливал служение. То есть они это делали время от времени всего 9 раз. И вот сейчас, если в Израиле произойдет та же самая церемония, то это будет 10-й раз. И интересно, что число 10, оно связано с Израилем. Израиль получил 10 заповедей. У Израиля есть множество в тексте Писания связи с числом 10. Но даже если сейчас не вдаваться в подробности нумерологии, интересно, что Пасха, ближайшая еврейская Пасха, состоится 22 апреля. И на Масличной горе есть участок земли, на котором уже возведен жертвенник. И уже эти телицы, 5 телиц, еврейские раввины, приехали в штат Техас к этому ковбою, проверили эту телицу, убедились, что она таки чистая, соответствует всем предписаниям Торы. И они ее купили, причем купили не за малые деньги. Они заплатили за каждую около $100 000. И всего они купили их 5, и потом нужно было еще доставить их в Израиль на самолете. Это тоже стоило деньги. То есть для них это очень серьезный момент. Это не просто, знаете, совершить какую-то формальность. Они очень серьезно на это смотрят, и не только они, но и их враги тоже на это очень серьезно смотрят. Потому что, если, опять же, вы следите за новостями, это сейчас очень важно. Очень важно, с одной стороны, держать новости, а в другой руке держать Библию. Почему? Потому что то, о чем говорит Писание, вы об этом читаете в новостях. То, что вы сегодня читаете в новостях, вы можете найти это в Писании. То есть Писание – это пророческая книга. Писание – это история наперед. То есть Бог, когда пророчествовал, Он рассказал всю историю человечества наперед, потому что Он является автором этой истории, и Он является проведением этой истории. То есть Он контролирует, чтобы эта история именно шла по тому замыслу и по тому плану, как Виталий сегодня говорил, да, когда дьявол хотел разрушить народ, пресечь эту линию. То есть дьявол хотел вмешаться в Божий план. Дьявол все время это делал. Когда Каин убивает Авеля, это попытка дьявола пресечь благочестивую линию потомств Адама для того, чтобы не пришел Мессия. Когда этот чиновник персидский хочет уничтожить евреев, это тоже попытка остановить действие пророчества. Когда Гитлер хочет уничтожить 6 миллионов евреев и весь Израиль, это тоже попытка сатаны, уничтожив народ. Какую цель он преследует? Не будет народа, не над кем царю будет царствовать, не будет царства. Вот. Но, возвращаясь опять к этим телицам, 22 апреля вопрос, произойдет ли это жертвоприношение на Масличной горе. Там уже стоит алтарь, как я сказал. Второй вопрос, какая будет реакция арабов? И опять же, если смотреть на интервью и записи, которые делают лидеры того же самого Хамаса, одна из причин, которая послужила нападению на Израиль 7 октября прошлого года,
это то, что Израиль пытается восстановить свой храм. Почему? Потому что это представляет угрозу для купола скалы, который стоит на месте храма. Для того, чтобы восстановить храм, нужно убрать этот купол скалы, эту мечеть, которая является для мусульман сегодня святыней, святым местом. Поэтому то, что сейчас происходит в Израиле, это имеет не только, знаете, политическую какую-то подоплеку, это имеет не только какую-то этническую конфликт или какую-то вражду, но это еще имеет и духовную составляющую, потому что дьявол всегда работает на то, чтобы помешать Богу осуществить его волю. Но, конечно же, мы думаем, если он настолько мудр, и о нем сказано, что он был печать совершенства, то почему он допускает такие глупости? Неужели настолько мудрое существо, каким он был сотворен, может предполагать, что он сможет вмешаться и нарушить ход истории, которую Бог контролирует? Ну, вроде как бы не похоже, чтобы он мог совершать такие глупости. Но я вам скажу, что когда, вот, например, человек попадает в ослепление, когда, вот знаете, как говорят современным языком, когда планка падает, он может совершать какие угодно вещи глупые, нерациональные. И потом проходит время, и он говорит, что это было со мной. Знаете, что-то затмевает глаза человеку, какая-то пелена. Даже вот в нашей обыденной жизни или по отношению к нам иногда люди совершают какие-то странные вещи, мы думаем, ну почему так? А иногда мы сами что-то делаем. И вот есть вот этот дух ослепления, который поражает не только народы, не только там каких-то правителей, а все человечество может оказаться в этом духе ослепления, и это покрывало может покрыть глаза, и люди не увидят правду. И мы видим из книги Откровения, что когда весь мир поклонится и примет начертание зверя добровольно, то есть это должно произойти какое-то действие заблуждения, какой-то дух обольщения должен овладеть людьми так, чтобы они делали вещи, которые, будучи в нормальном состоянии, они никогда бы не сделали. И это тоже является действием врага души человеческой, врага Божьего. Это было краткое вступление. Виталий сказал, что у меня есть 1,5 часа времени. Хорошо, но я сейчас хочу все-таки, говоря об Израиле, немножко конкретизировать сегодняшнее послание. Проповедь «Как Бог почти всех обидел» будет опубликована через несколько недель. В следующую пятницу, как и всегда, вас ждет очередной выпуск программы «Библейский формат». Оставайтесь с нами, и благослови вас Господь.